«Боже мой, Танечка!» — воскликнула тетя Вера, подкладывая себе очередную порцию салата. «Ты просто фантастически готовишь! Так все вкусно, так вкусно, что не блюдо, то деликатес. Какая ты все-таки умница! Как повезло Андрюше с тобой!» Гости, сидевшие за столом, одобрительно зашумели, и только свекровь Татьяны презрительно усмехнулась. «Тоже мне нашли умницу. Пустышка она бесплодная, а не умница. 40 лет бабе, а она так и не смогла родить. Хорошо хоть Светочка, первая жена моего сына, дочку ему подарила. Вот она умница, не то что это». Татьяна почувствовала, как вся кровь отхлынула от ее лица. Она поднялась с места, хотела что-то сказать, но не смогла произнести ни слова. В повисшем молчании было слышно, как тихонько отстукивают часы уходящее время. Таня беспомощно посмотрела на мужа и поспешно вышла из гостиной в кухню, прикрыв за собой дверь. Больше всего ее угнетало то, что Андрей промолчал. Он не заступился за нее перед матерью, не сказал всем, что любит ее, не пошел следом, чтобы успокоить. И Татьяна впервые за много лет пожалела, что когда-то стала женой этого человека. «Господи!» — думала Татьяна, вытирая застилавшие глаза слезы. «Еще утром я была счастлива, радовалась, что у меня есть Андрей, поздравляла его с днем рождения и готовилась вечером встречать гостей. А теперь он предал меня, и это его благодарность за все хорошее, что я ему сделала». В гостиной послышался какой-то шум, кто-то отодвинул стул, но Таня не хотела, чтобы ее видели такой. Она метнулась в прихожую и через секунду уже бежала вниз по лестнице, не желая объясняться ни с мужем, ни с его мамой. Разве они могут понять ее? Конечно, нет, ведь у них есть Алена, дочка Андрея от первого брака и единственная внучка Валентины Петровны. Татьяна свернула к парку, не обращая внимания на прохожих, которые с удивлением поглядывали на женщину в легком платье, совсем не подходящем для прогулок в этот холодный октябрьский вечер. Никто из них даже не догадывался, что изнутри ее сжигает огонь обиды, туманит голову и не дает дышать полной грудью. В изнеможении Таня опустилась на скамейку и закрыла глаза. Ей вспомнилось, как они познакомились с Андреем и как он впервые привел ее домой, чтобы познакомить с мамой. Валентина Петровна, всю свою жизнь проработавшая директором школы, встретила будущую невестку так, будто она пришла к ней устраиваться на работу. «Значит, ты уже успела побывать замужем?» «Да», — смущенно ответила Татьяна. «Но это был ранний брак и поэтому недолгий». «Конечно же, по залету», — усмехнулась Валентина Петровна, не обращая внимания на сердитый взгляд сына. Татьяна улыбнулась. «Нет, что вы, детей у меня нет и не было». «Вот так? Ты не можешь родить? И почему? У тебя что, проблемы со здоровьем?» Андрей не выдержал и одернул мать, но она даже не посмотрела в его сторону. Татьяна же покачала головой. «Со мной все в порядке. Просто Игорь считал, что нам рано думать о детях. Я не спорила с ним, думала, что он прав. Мы жили на съемной квартире, и стабильного дохода тоже не было. А потом...» «Что потом?» Валентина Петровна удивленно изогнула правую бровь. «Потом мы развелись». «Да? И почему?» «Мама, прекрати устраивать допрос», — вмешался в разговор Андрей. «Мало ли из-за чего люди разводятся. Вот я, например». «С тобой все понятно. Меня больше интересует твоя новая пассия».
«Таня», — сказала ей тихо Татьяна. «Меня зовут Таня». Она уже поняла, что отношения со свекровью простыми не будут, но почему-то решила, что время все исправит. И как же ошиблась в этом? Валентина Петровна не уставала вмешиваться в жизнь сына и невестки, часто пыталась диктовать им свои условия, а когда на что-то получала отказ, тут же разыгрывала целую драму и обязательно начинала жаловаться на здоровье, чтобы разжалобить Андрея и добиться своего. Татьяна старалась не ссориться с ней и иногда уступала, надеясь на то, что это сохранит мир в семье. Но с годами Валентина Петровна все чаще переходила грани, а когда поднимала тему внуков, и вовсе могла довести Татьяну до слез. «Я не понимаю, Андрюша, ты что, не спишь со своей женой? Да, она немного располнела, но это же ничего не значит. Или у тебя есть любовница? Зачем ты тогда морочишь голову сразу двум женщинам?» «Мам, прекрати!» Пытался урезонить свою мать Андрей. «Нет у меня никакой любовницы. Я люблю Таню и не собираюсь изменять ей». «Тогда почему у вас нет детей? Я помню, когда ты был женат на Светочке, вы не вылезали из спальни. Бывало, даже соседи жаловались мне на шум, который вы устраивали. И Аленушка у вас очень быстро появилась. А сейчас что, все в прошлом?» Татьяна вздыхала, слушая свекровь. Андрей отмахивался от нее, как от надоевшей мухи. Но однажды, когда мать снова подняла эту тему, он не выдержал и рассердился. «Мам, я не собираюсь обсуждать с тобой эту тему. Хватит, в конце концов». «А что же я? И спросить ничего не могу. И не смей повышать на меня голос. Я за тебя волнуюсь. Неужели ты уже ни на что не годен? Тогда давай обратимся к врачам. Я сама позвоню Альберту Тимофеевичу. Он лучший врач области. Ты ведь сам говорил, что мечтаешь о сыне». Татьяна вступилась за мужа. «Андрей не виноват. Это из-за меня у нас нет детей». «Господи, боже мой!» – сплеснула руками Валентина Петровна. «Я так и знала». Татьяна попыталась успокоить свекровь. «Вы не переживайте. Я проходила лечение, и врачи сказали ждать». «Сколько можно ждать? Тебе уже 40, а Андрей старше тебя на 3 года. Ты что, хочешь, чтобы его детей с внуками путали?» «Ну, если не получится, тогда попробуем ЭКО». «Какое еще ЭКО?» Даже подпрыгнула на месте свекровь и с удвоенной силой напустилась на невестку. «Ты с ума сошла? Хоть представляешь, сколько это стоит?» «ЭКО! Выдумают же!» С тех пор она не уставала издеваться над невесткой и постоянно упрекала сына в том, что он зря на ней женился. Вот Светочка была совсем другая. А теперь и вовсе опозорила невестку перед всеми гостями. И Андрей промолчал. Значит, и сам так думал. Таня откинулась на спинку скамейки. Она чувствовала себя очень плохо. Голова кружилась, и сердце стучало так сильно, будто хотело вырваться из груди. «Женщина, вам плохо?» Кто-то из прохожих подошел к ней и тронул за плечо. Таня беспомощно кивнула, но ответить уже не смогла и стала тихонько заваливаться на бок. Рядом послышались тревоженные голоса. «Эй, кто-нибудь, вызовите скорую помощь! Женщине плохо!» В голове Тани сильно гудело, и крики слились в один непрекращающийся звон. Сколько продолжался обморок, Татьяна не знала. Но когда она открыла глаза, увидела, что лежит в больничной палате, а над ней склонился испуганный Андрей. «Милая моя,
Хорошая, ты как? Как ты себя чувствуешь? Я не знаю, пробормотала она. Как я сюда попала? И что ты тут делаешь? Тебя привезли на скорой. Я обзвонил твоих подруг, но никто не знал, где ты. Тогда я стал искать тебя по улицам, увидел в парке толпу, подбежал. Смотрю, ты лежишь на скамейке. Я так испугался, бросился к тебе. В это время приехали врачи, и тебя увезли сюда. Конечно, я поехал тоже. Память медленно стала возвращаться к Татьяне. Подожди, ты что, бросил гостей и мать и отправился искать меня? Андрей вздохнул. Не сразу. Сначала я рассказал всем, что ты самое лучшее, что было в моей жизни. И мне не важно, есть у нас дети или нет. А потом поведал историю о том, как вернулся домой из поездки и застал Свету в постели с другим. Это случилось, когда Аленке было всего 9 месяцев. Дочка спала в соседней комнате, а ее мать в это время развлекалась на нашем супружеском ложе. «Я не знала, прости», — проговорила Татьяна. «Никто не знал», — махнул рукой Андрей. Света тогда в ногах у меня валялась, просила простить ее, умоляла не бросать хотя бы ради дочери. И ради дочери я с ней жил почти 5 лет, а потом встретил тебя и понял, что заслуживаю лучшего. Тогда-то я и подал на развод. Не хотел, чтобы ты связывалась с женатым. Я бы никогда не позволила тебе уйти из семьи и от ребенка. Я знаю, но нормальной семьи у нас уже не было, и даже Аленке не удалось бы спасти наши отношения со Светой. Таня прижала руку мужа к своим губам. «Прости меня за то, что я не смогла подарить тебе малыша. Я знаю, ты хотел сына, хотел, чтобы он был похож на тебя. Но я уже перестала надеяться, и если ты захочешь бросить меня, пойму». «Нет, солнце мое, даже не надейся. Я всегда буду рядом с тобой. Мы вместе состаримся и умрем в один день». В глазах Татьяны заблестели слезы. «Но что скажет твоя мама?» «Ничего. Думаю, ей хватило моего рассказа при гостях, чтобы она прикусила свой длинный язык». «Не сердись на нее», — начала Татьяна. Но в это время открылась дверь, и на пороге появился врач. Седовласый мужчина в белом халате и с каким-то блокнотом в руках. Он вошел, взял свободный стул и присел рядом с кроватью Татьяны. «Ну-с, милая моя, и что же это вы выкидываете? А вы, уважаемый, почему плохо следите за своей женой и так безответственно относитесь к ее здоровью?» «Мне просто стало плохо, доктор. Вот и все. А Андрей не виноват», — сказала Татьяна, по привычке защищая мужа. «Ничего не хочу слушать», — протестующе поднял руку доктор. «В вашем-то положении, да еще и в таком возрасте, разве можно простужаться и попадать в больницу?» «В смысле? Доктор, вы о чем?» Взволнованно приподнялся с места Андрей. «А вы не догадываетесь? Или не знаете про беременность вашей супруги? Ну, тогда спешу сообщить вам. 6 недель, как минимум. И, кажется, 2 сердцебиения. Точнее покажет УЗИ, но я редко ошибаюсь. У вас в роду двойни были?» «Да», — пролепетала Татьяна, не веря в то, что сейчас услышала. «Моя бабушка из двойняшек». «Ну вот и замечательно», — рассмеялся доктор, но тут же снова стал серьезным. «Значит так, милая моя, я переведу вас в женское отделение. Там вы пройдете полное обследование. И будьте готовы к тому,
что значительную часть беременности вам придется провести в больничных стенах. Вы ведь первородка?» Татьяна кивнула. «Тогда сегодня остаетесь здесь, а завтра перейдете в другое отделение. Ну а теперь отдыхать». Едва он вышел, Татьяна и Андрей бросились в объятия друг друга и долго не размыкали рук, смеясь и плача одновременно. А утром с цветами и извинениями к невестке пришла Валентина Петровна. «Прости меня, Танечка, Андрюша все рассказал мне. Милая моя, хорошая, ты только береги себя и не слушай меня, старую. Я ведь не за себя, я за вас порадоваться хочу». «Вы тоже берегите себя», — улыбнулась ей Татьяна. «Все-таки 3 внуков — это не одна. Алена уже большая, а мальчишки вам скучать точно не дадут». «Думаешь, будут мальчики?» «Уверена в этом», — кивнула Таня и радостно вздохнула. В самом деле, в положенный срок Татьяна родила 2 чудесных мальчиков, здоровых и крепких. По просьбе бабушки их назвали Сашей и Пашей, и Валентина Петровна была невероятно счастлива. «Танечка, а можно я немного поживу с вами? Помогу тебе с ребятками. Все-таки одной сложно справиться с такой оравой». «Конечно, можно», — улыбнулась Татьяна и обняла свекровь. Она теперь точно знала, что в их жизни наступил тот мир и покой, о котором она всегда мечтала. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.